Привет, друзья! Привет! И сегодняшнее наше утро мы начинаем с собирания. Вернее, Катя начинает собирание, потому что мы собираемся ехать в Маргау. Почему мы поедем в Маргау? На Канди рынок. На Канди рынок. Просто исследовать Канди рынок. Вот и все. Головные уборы. И скажи честно, на головные уборы у тебя сколько времени уходит? Мне кажется, минут 30. Это мы проснулись в 7, а едем в 9 часов на автобусе. Мы 2 часа собираем головные во-первых, уборы. я тебя покормила. Вообще-то я сам покормился. Все подогрела. Минус в таком головном уборе, что если действительно меряешь и снимаешь его где-нибудь на рынке, в магазине, потом его собрать, там это очень тяжело. Но зато есть и плюсы, потому что волосы нужно беречь от прямых попадания прямых солнечных лучей, тем более если у вас температура в тени 37 градусов. Да, а погодка у нас сегодня, как говорится, шепчет. Налей, да выпей. Все? Сейчас. Друзья, оцените, как пойдет, напишите в комментариях. А как это называется? Это никак не называется, это мое собственное производство. Ты только зрителям не показывай, куда ты ключ от квартиры, где деньги лежат, прячешь. Под коврик, наверное, да? Коврика у нас нет. Коврика у нас нет. Очень жаль, очень жаль. Да, ребята, смотрите, я вам забыл сказать. Позавчера взяли себе новый байк. Ну как, новый, не новый? Нет, я не показывал. Вот зато он едет плавно. Да, вот этот наш. Тормоза тоже плавненькие. Взяли специально, видите, под гипс, чтобы мне было удобно. Вот, чтобы так нормально нажимать. Да, я обкатал, он хоть старый, но более-менее нормальный. Потому что и тормоза не слишком жесткие, потому что нажимать мне тоже так больновато было бы. Ну, одним словом, нормально, супер. Но цена, конечно, не сильно нас порадовала. Это получается, мы заплатили 10 тысяч рупий. Я в месяц просто переведу. Месяц получается это 10 тысяч. Это месяц получается 125 долларов. Вот. Так что так это... Обычно там берем 90 долларов, 100 максимум. Ну, а тут просто что из-за руки надо было подбирать именно под себя, чтобы удобно было водить. Поэтому мы взяли это. А подбирать ты в каком смысле говоришь? Я думала, байки они все одинаковые. Ручки у них все одинаковые. Нет, вот обрати внимание, я же на Ашика ездил, да. У него ручка толстая, есть в байках ручка тоньше, а есть толще. А у меня вот гипс получается в руке и... Так, улицу перейти самое страшное. Так. Мы что-то рано, наверное, идем. Раньше мы всегда ездили в Маргау в 7 утра. Нет, вот наш автобус. Ребята, как классно мы вышли. Я даже вот и камеру не успел выключить. Автобус от Биталбатима до Маргау составляет 20 рупий. Это 20 где-то центов. 22 цента. Ну, на двоих, одним словом, получается $0,50. Так что автобусы здесь не дорогие. И смотрите, какие у них двери. Двери на веревочке. Такие, но я уже показывал в нашем видео. Автобусы такие своеобразные. Двери не закрываются. А вот смотрите, что продает. Мы вышли
на остановке у Центрального парка. И слева вот находится сам Канди Маркет. Канди Маркет, что такое Канди Маркет? В моем сразу представлении это был какой-то большой магазин, супермаркет, как Дубай Молл. Но здесь такого нету. Канди Маркет это можно сказать вот такой вот рынок, крытый рынок, павильоны, ну, одним словом, как у нас рынок. Но здесь можно, в принципе, найти все, что угодно, если правильно искать. Так, а мы скажи, что мы будем с тобой искать? Еще пока не знаю. Заведи меня на Канди Маркет. Ну вот он, переходим дорогу, и мы там. Чем? Иди, дай просто 10 рублей. Вот такие вот штучки я хотела еще посмотреть. Кате нравятся вот такие вот то ли полотенца, то ли я не знаю. Она смотрит. А сколько how much? 120. 2. Ну, это как... Ну, это... 20. Коттон. Знаешь... 20 получается, такого 20 как? рублей. Ну, если нравится, так давай возьмем. Вот такие вот надо потом еще домой взять. Вот такие. Это не 20 рублей это стоимость нашего проезда. 2 штуки, если так разобраться, это где-то 45 центов примерно. Да, а вот вдоль рынка так особо они не хотят торговаться. Вернее, они торгуются, но здесь всегда как на порядок цена выше в любом случае. Так что лучше пройти по всему рынку и посмотреть, сколько в реальности стоит та или иная вещь. Вход, их тут несколько входов, ну вот один из входов вот так вот выглядит, и мы сюда вот заходим. Сразу нас встречают фрукты, да, виноград, но черный более слаще, мне он тоже, кстати, больше нравится, но если вы уже здесь, то стоит попробовать и тот, и тот. Рынок только начинает, так что сколько сейчас, 9 часов, раньше 9 смысла ехать нету. Да, вот он, вот так вот выглядите, видите, крытый, местами не крытый. Реально сэкономить деньги на обмене курса, то лучше всего в Индии это, если вы немножко разбираетесь в криптовалютах, то все лучше через криптовалюту. Ну, я тоже как бы не шарил в этом, но за неделю я разобрался, и в реальности это очень выгодно переводить наши рубли в криптовалюту, а криптовалюту уже переводить здесь в доллары, то курс на порядок выше. Не на порядок, а значительно. Если что-то кому-то интересно будет, можете писать в комментариях, а лучше всего на почту. Я могу помочь, да, отвечу, как, что и где. Так, ну а мы продолжаем исследование рынка. Так, повернусь направо. Вот, кстати, наш бабу чай. И здесь же продают сковородки. Так, дошли до джинс. Кате замерили талию. И выложили ей тут такие вот. Ой, вообще, смотри, какая красота, а. Тебе нравится? Ну, так, а how much? Ну-ка спросим по цене. 930. 950. А, 950 это рупий. Это получается как же 10 долларов, 11 долларов. Вот такие вот джинсы. Слишком, как ты говоришь, в обликон, да? Ну, я не люблю, когда узкие. О, это уже... Но... Нет, это же тоже уже чересчур, да? Вроде рыночек простенький, а вот такие вот есть. А что они пока натыкали камер? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, Пошли. 7, наверное, 7 камер. Обалденно. На такую маленькую. Ой, ну конечно, да. Да, вот сумочки. Очень А так сумочки, это смотрите, и какие интересные расстроилась. сумочки с этими шпок, 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 шпоколками. Смотрите, какие интересные. Не то туфли, не то, я даже не знаю, шлепанцы, как их назвать. Смешно Покажи. как-то, да? Такие вот штуки интересные. На. Но это индийская, я смотрю, Мада, Индия.
У нас больше босоножки. А вот смотри, босоножки с одним пальцем. Такие вот не нравятся? Вот такие. Это не босоножки. Или как это называется? Обычные шлепки. Шлепки. Ну, я, может, хочу дома быть, вспоминать Индию. Зато ни у кого такого не будет. Зато у меня будет... Своеобразные. Тут они не то шлепанцы, но пальцы стратомные, а пальцы потеть не будут. Прикольные такие, да? 400. 400 рублей, Сейчас- это получается сейчас 5 он долларов где-то. Катя решила зайти внутрь. И я щемлюсь с камерой, уже заходить не буду, но я вам покажу. Это вот такая вот. Здесь всего полно. Это все Девчонки и мальчишки, индийское. А если я вот такие себе куплю, как вы думаете? Будет крутяшно? Леопард. Конечно. Рынок довольно большой, поэтому можно 2 раза ходить по кругу. Мы ходим по одному и тому же месту. Здесь я не была, вот, например. И смотрите, какой здесь выбор всякого. Кстати, это, наверное, примеришь. А, нет, это типа склад. Ну, это примеришь. Нет цены, да? 480. 480. 480. 480 это ну, тоже где-то около порядка 5 долларов. 350? Вот, видите, сразу цену скидывают 350. Ну, 350 такая это уже прикольная, да? 4 доллара. Не, ну конечно, да, это если сравнить с нашими ценами, то это, так можно сказать, даром. А если померить мне? Ну, померяем. Ну, ты будешь не раздеваться, а одевать наверх. Сейчас вот начали... Нет, я буду снимать. Будешь это. снимать? Начали выяснять, оказывается, у них примерка получается, что нужно одевать наверх. Ну, это какой-то бред. Ну, вот Может, и столько, правда просто наверх ходить? столько и много всё? вещей продают. Ну, просто сделайте вы ширмочку, и народ к вам потянется. Может, и Реально. правда наверх оденут, что? я да и все, да? Покупать кота в мешке, ну, хоть даже за такую цену хочется, чтобы хотя бы размер подходил. Ну, а у них получается вот так вот надо мерить, видите? Мне бы хотелось бы, наверное, побольше. Сложно мерить вещь на вещи, поэтому, ну, Ой, смешная. Да? ну да. Скажите, ребята, вы. Какая-то она смешная. Не, ну такая интересная. Look in the mirror. Ну это чисто, как говорится, такой индийский вариант. Зеркало. В зеркало посмотри. Какое зеркало? Вот зеркало. У нарядов. Вот что я говорил, по шляпе неудобно мерить, потому что она слетает. Нет, это бред, конечно. Я даже снимать не хочу. Очередной павильон. Видим тоже всякой разной одежды полно. Да? Это что? Юбка. Это юбка такая. Джинсовая юбка, посмотрите она. Не знаю. Сколько how much? 950, 950. Здесь 11 долларов. Платье тоже все своеобразное. В принципе, здесь все такое от 5 до 10 долларов. Нашли. Только вот впереди складки нету. На. Говорит, что пополнеешь, потом будет хорошо. Катя нашла место, где мерить за прилавком. И поэтому решила все джинсы, наверное, перемерить. Ну а так вот сзади так нормально смотрится. Симпатичненько. 750 вроде. 9 долларов. Ну вот такие вот джинсы 9 долларов. Ну-ка повернись. Не, ну зад нормально, в принципе. Ну, а это уже не свисает. Ну я бы еще бы, может, взял размер Нет, ты что, меньше. мне уже и так уже все тянется. Ну я не знаю, я, честно говоря, мало в этом разбираюсь. Это кажется как большевато. Они уже на мне чуть влезли. Да? Какой тебе большеватый? А тем более, если поправишься. Сэр, а how much? 850. Indian. 10 долларов. Мерить. Уже какие по счету, наверное, уже 5-е или 6-е?
Ну, самое главное, чтобы не в пустое место. Главное, чтобы что-то выбрало. Просто с размером вроде все нашли, нормально, все подходит, все хорошо. А вот с размером вот эти 34, а 32 нет. И было бы вообще бы здорово. Не, это большие. Это надо small. Короче, смотри, остаются вот эти вот одни. Блин, цвет такой этот, не это. Во-первых, летом будешь ходить, не жарковато будет. Думай, может померяй еще раз. Главное, чтобы что-то выбрать. Я вижу, что ты тоже уже устала. Ну потерпи. Еще немножко осталось, пару часиков. Что, давай вот эти? Ну, а сколько how much? 600 за 600. Вот что, если правильно перепутать слова, за 600. За 600 рупий получается, мы купили джинсы, а 600 рупий это получается сколько? 6 долларов. 6 долларов. 6 долларов купили вот эти джинсы. Катя все не может уйти с этого павильончика. Увидела такую вот штуку, клеточку. Решила тоже примерить. Но она прикольная. Ну, мне как бы нравится. Не, ну мне кажется, лучше, чем вот это. Лучше уже, мне кажется, в клеточку. Друзья, напишите в комментарии. Джинсы. А? Ну, сейчас, конечно, она мне не идет, потому что она на мне. Ну, так а что ты хочешь? Ты же такие с завязочками впереди любишь, носишь, так что, может быть, взять? Не, ну давай померяем сердечки. И это подлиннее. Вот это тебе больше нравится, да? Да, вот так, ребята, мы сторговались. 700 на 500. My friend. Thank you, thank Так you, что thank you. заходите обязательно к Thank этому you. человеку, Да. и вы получите хорошую Sir, number. Number 10. 10 number. 10 number. New market. Name? Zakir. Закир. Владимир. Владимир. Вова. Да, Вова. Заходите к Закиру. У него много, большой выбор. Посмотрите, сколько всего много. Да, и видите, скидка с 700 на 500 рупий. Здесь стоит уже фиксированная цена, но однако вы видели на блузке 700 рупий, он отдал за 500. И на джинсах Да, аналогично. надо торговаться, Да. торговаться. Получается, мы две вещи купили за 1000 Так рупий, что это нам получается за 11 долларов. Gift. А, Cotton. Cotton. Gift. Это катон, Cotton. Это Cotton short. шортс. Free. Gift. фри? Это что такое фри? Не знаю. Фри? Презент? Present. Презент? Yeah. О, ребята, видите? Презент? Две пары шорт, просто презент. О, сэр, my friend. Yeah. Да, видите, посмотрите, я просто был в шоке, я даже не мог. Думали платить, Да. нам просто двое Да, шорт две дали. пары шорт. Вот, заходите, ребята, вот в этот павильон. Это Канди Реально. Маркет, Да. номер 10, и Закир называется. Закир. Закир. Спрашивайте за Закира, и вот сделает скидку и даже даст вам подарок. А если вы еще скажете, что вы от нас, от Мир путешествия и отдыха, Еще вдвойне. да, сделает скидку. Если от нас клиент минус 5%. Yes. Да, Всё, вот. thank you. Так, все. Все, бай-бай. Все, thank you, бай-бай. Все, thank you. Бай-бай. Вот нравятся мне вот такие индусы. Они и настроение подымут, и классно с ними и шорты общаться. тебе, и шорты розовые в подарок. подарят. И розовые И белые. на карнавал. Ну, пооденем на карнавал. Катя зашла вот в обувь. Зашла посмотреть. Мне, конечно, Вот такие такой вот. нельзя. Но это самый маленький каблучок. Ну, как твое впечатление? Это кто-то падает. Зая, пожалуйста, можешь продолжить мерение? Ничего не трогай. Ну что, походи туда-сюда. Такое чувство, что я вообще босиком хожу, если честно. Такая, how much? Сильно. That one 680 it is, sir. Сильно пальцы у нее дребезжат. Ты боишься пальцы по дороге растирать? 680. Так, 680. 650. Ну, я думаю, за 550 можно было и забрать. Даже 600 уже предлагает. Знаете, что сказала Катя? Говорит, я бы здесь все забрала. Ну, эти так повеселее, эти какие-то темные, эти так понаряднее. Ну, а где нога лучше сидит?
я вообще ничего не чувствую. Как в этих, так и в тех. Так, все-таки, ребята, Чёрная. вот эти черные мы Первые, забрали, которые да, я которые мерила. стоили 680, но мы договорились на 500 рупий. Так что имейте в виду, торгуйтесь, и будет вам счастье. Так, ну мы идем дальше. Спасибо нашему другу. Thank you very much, thank you very much. Все, идем. Все, вот смотрите его. Обувь мы купили сразу вот где заходили. Он вот вход и выход. Ну, как бы сказать, центральный. Тут этих таких центральных входов очень много. Но если брать от парка получается с левой стороны, вот на углу, вот этот вот вход. Угу. Так, ребята, еще Катя себе приобрела шорты. Тоже, кстати, 680. Забрали за 500 рупий. Это $6. Ну, тоже такие светлые. Ты далеко они у тебя не покажешь? Далеко. А я просто там не снимал, там обмен денег, кстати, тоже такой лайфхак. Если вы хотите тоже поменять по выгодному курсу, если у вас там и не получается с криптой, то менять лучше на рынке Candy Market. Здесь есть много обмена. Ну, вы просто можете в любой лавке спросить Change Money. Их здесь полно. Лучше походите, посмотрите. Колебание курса тут тоже такое, довольно такое существенное. Но если большую сумму меняете, лучше побегать, и вы реально как бы так это не потеряете в деньгах. Снимать не буду уже, где обмены эти, потому что они тоже недовольны, потом эти индусы. Ну, а пока мы, я не знаю, наверное, уже все приобрели, что Катя хотела. Или что ты, Катя, еще хочешь? А вот ткани, ты говорила, ткани. А нет, тут мне не надо сари. How much? 800. 800. Ну, ребята, ну она, конечно, по качеству очень классная. И сшито тоже классно. Вообще супер. А, нет, не надо. Купили спрайта. Такая вот литровая. Это литровая? А нет, 750 грамм, наверное, да? 750 миллилитров. Да, 750 миллилитров. 40 рупий. Это где-то $0,5, чуть меньше. 45 центов где-то. А, и еще хотели батарею поменять в Samsung. Батарея стоит примерно 1800, это $20. Аккумуляторная батарея, которая внутри телефона. Ну, это, в принципе, нормальная цена, но возможно, на рынке это все Китай, и нет гарантии, что оно что-то будет, вернее, оно будет работать, но будет ли оно держать тоже заряд. Потому что у нас батарея на старом телефоне, она день не держит. И нам посоветовали лучше покупать в фирменных магазинах. Мы чуть позже съездим туда, узнаем цену, но говорят, что дороже. Ну, посмотрим. А так вот, уже подходим к нашему мини-вокзалу, который на Биталбатим. Я его называю мини-вокзалом, потому что это там только, наверное, нас в Биталбатиме ходит. Жара невыносимая. Рама, hello! Вот видите, ремонтируют или изготавливают обувь. Так вот это все вручную. Ногами держат. Hello. Вот их. Починок обуви очень много. Чистка, починок. Thank you. Видите, такие созывалы в автобусы. Это так как индусы малограмотные, не умеют читать, куда автобусы. Такие созывалы созывают на автобусы. Так, ну вот добрались мы до нашей. Да, оно даже не то, что малограмотное, зато ты знаешь, какой автобус. Не надо бежать и спрашивать, и смотреть на табличку. Зато ты уже понимаешь, что этот автобус идет конкретно туда. Биталбатим, да. Ну, все это пошло из-за того, что не умею читать. А так, да, нам тоже удобно. Это комфортно. Когда уже кричат, слышно сдалека, стоит тебе подбегать или нет. Так, тук-тукеры тоже есть у нас здесь на нашей остановке. И, в принципе, можно в любую точку
доехать в Маргау и даже довезут и до дома. Ну, по Маргау сколько они говорили? Там рупий 200-300, наверное. Ну да. Стоимость тук-тука. Ну, а к нам домой, может, рупий 500 зарадит. Это, вот, наверное, наш красный, да? Нет? Да, у нас вот такой вот автобус тоже начал ходить, я уже обратил внимание, да, Беталбатин наш. У нас обычно такие синенькие, а тут такой вот Вообще разукрашенный. никого нет еще. А здесь вот наши крысы живут. Они по вечерам бегают вдоль забора. И все сидят, так знаешь, так это без проблем. Но здесь они здоровые, они очень здоровые. Да, здесь очень большие крысы, реально Прикиньте, такие. в сумку, представляешь, вот сел ты, да, присел в сумку, забежала домой, приходишь, достаешь все сумки, бац, крысы достал. О чем ты говоришь? Если здесь есть храм крыс, где люди как бы их боготворят, и поэтому они живут, и как бы это все в порядке вещей. Как бы. Чем мы так рано зашли? Запустили нас в автобус. Конечно, может, и рано зашли, потому что в автобусе жарко, кондиционеров нету. Здесь кондиционеры служат, открытые окна. Ну ничего, окна так окна. Ладно, и будем двигаться. Ну что, давай будем заканчивать на этом наше видео. Давайте, друзья, будем заканчивать. Вот так мы провели, как говорится, день, почти целый день. Пошопились. Вот вас, ребята, лайк, колокольчики, подписка. Ну и встретимся в следующем видео. Все, пока-пока. Пока-пока.